Вот так неожиданно я продолжаю цикл видео, который направлен на то, чтобы доносить до моего зрителя информацию о моем гладе и его изменениях. Изначально я планировал выпустить ролик с Олимпом, но ввиду отсутствия более-менее достойного материала, я решил перенести это видео. Потому сегодня я кратко расскажу вам о том, какие изменения произошли в моем дуэлисте за последнее время. Если у вас вдруг возникнут вопросы, пишите их в комментариях. Я либо сразу отвечу на них, либо возьму на заметку до следующего ролика. И не забывайте, что в описании к видео и в закрепленном моем комментарии всегда есть реферальная ссылка. Так что если вы планируете стартануть на РУОФе, я рекомендую вам сделать это, перейдя по моей ссылке. В этом случае вы сможете получить куб партнера, в котором находятся плюшки для кача. И начну я с того, что быстро пробегусь по тому бусту, который был приобретен или изменен за последние полгода. Пожалуй, главное изменение в моем гладе – это то, что я активно начал использовать скиллы на каче. В связи с этим я продал кольцо властного правителя, и на его замену пришло плюс 6 благое кольцо ангела, так как оно имеет свойство разгонять силу крита умений. Также я заменил серьгу Линдвиора на плюс 8 серьгу ангела, и во всю бижу, в которую можно запихнуть селенит, я поймал особый эффект 3-го уровня. АЛС в бижу я словил все на шанс крита, за исключением блес валика. Туда я запихнул силу крита плюс 1%. К сожалению, поймать больше, чем 1% в блес валик у нас не получится, так как это максимальное значение в этом АЛСе. И хотя я усилил свои криты со скилла, я по-прежнему все еще использую на каче автоатаку. В этом мне помогают 2 ЛСа, плюс 20% в парных стволах дракона и плюс 12% в рубашке. Скажу сразу, я не специально ловил эти ЛСа на криты с руки, просто такие выпали. А переделывать пока рука не поднялась. Все же какой-никакой ДПС они мне приносят. Но в будущем я однозначно планирую изменить их на мощность или силу крита умений. Еще я приобрел браслет семени исключительного качества 4 уровня и заточил его на плюс 4. На плюс 5 не рискнул, так как шанс заточить его на плюс 5 оставляет желать лучшего. Боюсь, что финансово я пока не готов сильно вкладываться в заточку этого браслета. А вот в артефакты я немного вложился, и все те, что идут на ДПС, я слегка подточил. Также из ценных приобретений я не могу не отметить плюс 10 талисман Сайхи и 8 СА Шилин. Все остальное без особых изменений. Ну, разве что теперь у меня есть 2 плюс 7 плаща на ПВП и на ПВЕ. Причем плащ на ПВП я заточил совершенно случайно. Когда я начинал точить ПВЕ плащ, я дополнительно приобрел плащ Эльмарадена. Просто для того, чтобы попробовать точить ПВЕ через слом. Но получилось все как-то через жопу. ПВЕ плащ изначально никак не хотел точиться, а вот ПВП, который я планировал ломать, залетел сразу на плюс 7. Хочу заметить, что расточенный ПВЕ плащ с хорошими ЛСами будет прекрасно смотреться в ПВП. Так что при ограниченном бюджете не обязательно вкладываться в 2 плаща. Но если вы серьезно надумали фармить Олимп, то тут стоит обратить внимание на дефный плащ Фериуса. Но он имеет ценность только при заточке от плюс 11. Пожалуй, это были все основные изменения в моем дуэлисте за последнее время. Потому на этом месте я поспешу откланяться. С вами, как всегда, был Глад Ампутация. Всем удачи и пока.